Приветствую, дорогие друзья, на канале Гильдия Рассказчиков, и мы с вами начинаем Marvel Snap. Как видно по главной заставке, началось время безумия Дэдпула, и здесь нам Marvel Snap завез новые карточки, а именно за прем доступна карта Гвенпул. Я собрал колоду с ней, не могу сказать, что Гвенпул прям здесь основополагающаяся карточка. Я уверен, можно собрать чисто под нее колоду какую-нибудь, но здесь она так вспомогательно, вроде неплохо смотрится. Колода это скорее больше на Серси, где у нас есть часовой страж, который в правую локацию нам закидывает 4 минус 8. А также у нас есть с отрицательным значением силы 1-3, которое добавляет нам демона в руку 1-8. И эти карты идут как раз под Серси для того, чтобы их отрицательную силу превратить в положительную. А если сюда же еще докинуть Ивонга, то Серси дважды превратит эти картонки в что-то более сильное. Ну, Гладиатор, Красный Страж, это так, как-то навредить противнику, так же как и Эйсмен и Йонду. Грандмастер при необходимости можно Гвенпул перекинуть, желательно ее тоже под Вонгом играть. В общем, сейчас посмотрим, как эта колода играется. Если что, на канале есть видео с колодой факелом. Как по мне, она очень интересная. Я внес туда изменения. Я закинул туда Геркулеса. Хорошая карточка, она играется как альтернатива вместо Грандмастера, но и Грандмастера я не выбрасываю. Поехали. Центральная локация не очень приятная, и ее я... Ух ты. Интересный ход от противника. Ну тогда, значит, не центральную, а левую локацию мы заменим на Magic. И сделаем 7-й ход. Залетает нам Серси. Кстати, Гвенпул здесь хорошо смотрится за Гладиатором. Если на Гладиатора падают бафы, то он становится сильнее и, соответственно, больше карт может убрать. Давайте Гвенпул будем играть сразу вправо. Wakanda forever! На Гладиатора баф, конечно же, не упал. Но ничего. Так, секундочку. Если мы закинем... Страж, у нас будет еще один ход. Давайте сделаем так. All hail Hydra! Wakanda forever! Ой-ой.
Ой-ой. We are the future. Ух ты. Но здесь поражение. Тут как бы ничего уже не спасает. Все равно посмотрим, как работает рандом, в какие карточки превратит Церси. И перейдем к следующему поединку. Сейчас пару каточек на этой колоде, потом вернемся к факелу, покажу на ней изменения. И я думаю, поиграем также сегодня на Аришеме. Давайте начнем с Айсмена, подпортим руку противнику. Так, если разыгрываете здесь карту, подмешивает вибраниум в вашу колоду. Мне это не подходит. Почему я эту карту играю в правую локацию? Потому что в правую же локацию нам замешает страж отрицательную силу. Ух ты. Но тут как бы даже вот так. Прикольно. Хорошую работу сделал наш мастер меча, сбросил бесполезную картоночку. Так. Ну, я не знаю, играть либо Вонга вправо и затем Серси. Погодите-ка. А мне кажется, часовой не сработает. Он не закинет туда картонку, если локация будет занята. Проверим. Так, если мы сейчас сыграем Грандмастера, он перекинет отсюда минус 3 и 2. Нет, не будем играть Грандмастера, будем играть сразу Серси.
как все поменялось. 3 локации в этом ходу будет 7-й ход. Мне кажется, должно быть больше ходов, чем 7. Так. Гвенпул. Opponent snapped. Ну вот прикольно, что нам пришел Ронан на 19 силы. Это прям мощно. Это прям огонь. Мы можем сыграть нашего Санспота. Можем сыграть эту картишку. Играть Гвенпул сейчас я не вижу большого смысла, так как карт много, и очки просто скидаются как-то рандомно. Оптимально, наверное, будет выставить Айронмена. И все. Как бы еще 3 маны Санспот съест. И мы должны забирать эту локацию. Противник отступил. Да, это победа. Нашелся следующий оппонент. Снова нам заходит Церси и наш Гоблин. Пока так. Ах, противник отобрал у нас бесплатную карточку за 6 маны, но зато сделал нам 7-й ход. Сейчас можно сыграть Гвенпул. Было бы хорошо, конечно, чтобы был Вонг, но Вонга нет. Вонга нет. Поэтому играем Гвенпул. Хорошо раскачивается карта противника. Сразу 2 перемещения со старта. Нужно сыграть Грандмастера. Так.
Церси прям выглядит хорошо. 11 силы плюс превратит все эти карточки в более сильные. Давайте снапнем. Пока, конечно, непонятно, но есть шансы на победу. Сейчас противник, скорее всего, выставит Одина и переместит эти картонки на центральную локацию. Ух ты. Прикольно. Можно чуть-чуть поперемещать. А хватит ли нам сил? Ну, мы по-любому будем играть Красного Стража, Мэджик и Айсмен. Вопрос только, будем ли мы перемещать карты и куда. Точнее, кого. Но здесь, скорее всего, сейчас выйдет Один, и мы заберем правую и, вероятно, центральную локацию, поэтому я сыграю в центр Мэджик и Красного Стража. Ну и Айсмена, конечно. Хорошо, выиграли на всех трех. Одина не было, но зато противник хорошо раскачал свою карточку Стервятник. Что ж, я предлагаю сменить колоду, и это у нас будет... Ой. Это у нас будет какая колода? Давайте на факеле поиграем. Сейчас мы ее покажем. Вот она. Здесь я заменил нашего Iron First. Я заметил, что я ним практически не пользовался. Очень редко, когда на Геркулеса. Когда другая карта впервые перемещается сюда, на каждом ходу перемещает ее на другую локацию. И я сказал, что он действует как альтернатива для нашего Грандмастера. Грандмастер нам дает одно дополнительное перемещение, а Геркулес нам дает одно дополнительное перемещение за ход. И это намного круче. В паре они играют редко, скорее нет, чем да, но если не заходит Грандмастер, заходит Геркулес. Если не заходит Геркулес, заходит Грандмастер, и колода чувствует себя хорошо. В чем минусы? Минусы в том, что это еще одна троечка. И, например, после розыгрыша Карнажа или Грандмастера мы могли с помощью блинка поискать силу Феникса. А теперь есть шанс, что вместо нее выскочит Геркулес, а это минус. Это больше минус, чем плюс. Ну и еще одна возможная реинкарнация этой колоды — это вместо трибунала положить сюда картонку, которой у меня нет. Как же она называется? Короче, 6-0, который уничтожает карту здесь
и воскрешает ее в 2 других локациях. Это играется при розыгрыше с Человеком-факелом. Но так же, как и Трибунал, при розыгрыше с множителями он не нужен. То есть мы раскачиваем нашего факела, потом убиваем его и дублируем на 2 другие локации, что вместо разделения очков на 3 локации, можно сказать, умножает его очки на 2 в каждую другую локацию, что очень круто. Но нужно смотреть, чтобы рядом с Человеком-факелом на той локации не было карт. Поэтому я хочу, чтобы эта картонка мне выпала, и хочу попробовать еще колоду в такой вариации, как только что рассказал. Что ж, приступим. Пока все карточки дорогие, не заходит нам ни множитель, ни Человек-факел, это ключевые наши карты. Зато уже целых 2 уничтожителя. Ай-яй-яй, факела убили. Это печально. Пропускаем, и я так вижу, что, скорее всего, это катка слита по причине незахода главного персонажа. Не, ну, как бы... Как бы да, как бы нет, как бы да. Не заходит нам нужная карта. И это очень... Погодите-ка, у нас же уже есть уничтоженное, все здорово. Зато нам зашел Феникс, и мы сейчас... И мы сейчас его воскресим. Конечно, да, уже аж 5-й ход, это поздно. Желательно играть его на 4-м. Плохо, что Геркулеса переместила наша паутина. Ах, да. Еще эта колода уязвима к таким штукам, и против колод с дестроем на Киллмонгере лучше играть через другую карточку. Лучше играть через множителя. Тогда он его не сможет убить. Причем множитель имеет преимущество, он не так раскачан, то есть там нет много силы, а всего лишь будет 8. И даже под Шанчи он не подставляется. Ну давайте еще разочек. Все-таки хочется, чтобы колода сыграла. Очень долго не заходили нам нужные карты. Вот, сейчас уже есть со старта нужная карта, есть и уничтожитель. Я думаю, здесь у нас будет все круто. Можно играть Халк Бустер под множителя, тогда множитель будет 11. Это вроде как круче, но тогда он подставляется под Шанчи. Это опасно.
После 5-го хода снижает силу всех карт 10 на 2. Это, конечно, печально. Но мы пока сыграем так и будем его убивать. Да ладно, уничтожитель сыграл очень грустно. Очень грустно. Нам сделали 5-3 вместо 3-5. Я вижу, что придется играть Геркулеса. We are the future. И теперь у нас как бы уничтожитель не работает. И не сработает блинк, поскольку нет некого воскрешать пока. Вот эта смена маны нам все испортила. Дадим себе дополнительный шанс, дополнительный ход. А вдруг это спасет ситуацию? Might of Asgard. Mjolnir. Конечно, противник нещадно выставляет очки на стол. Ну да, Тор силой 3 это не сильно, но с молотом он там в десяточку должен превратиться, насколько я помню. Нам важно убивать... Теперь играем силу Феникса. А в следующий ход я планирую... Конечно, следующий ход последний. И опять мы все очень поздно делаем. Но я планирую нашего множителя переместить в центр. Таким образом их станет сразу 2. А потом сыграть Доктора Стрэнджа влево. И они оба переместятся в первую локацию, откуда Геркулес их вытолкнет. И, в принципе, шанс какой-то, шанс на победу есть. И даже... Но тут опять-таки вопрос, секундочку. Если мы под Доктора Стрэнджа сыграем еще Грандмастера, то больше очков мы не получим. Ну, зато у нас есть еще троечка, которая может... А куда ее только сыграть? Вот вопрос. Так, секундочку, отменим все. Не, ну да, сначала надо играть Доктора Стрэнджа, чтобы он именно 2 забрал. А потом уже можно и вот так сделать. У противника все очки сконцентрированы были на одной локации. И посмотрим, что он сейчас выставит сюда. Doom rules all. Mjolnir, to me. Так.
Это победа. Это победа. Опять нужная карта нам зашла в самом конце, и мы не успели сыграть оптимально, но при этом все равно победить удалось. Хорошая локация, можно получать плюс к энергии на каждом ходу. Было бы хорошо ее забирать, но... Ой, карты здесь получают минус 2 к силе. Плохо, плохо. Но хотя они же минус 2 к силе получают только там, поэтому не важно. Почему я играю всегда Человека-факела, либо множителя на центральную локацию, чтобы слева или справа у меня не стоял уничтожитель, так как, возможно, я буду пользоваться грандмастером, а мне уничтожать карты в конце своей игры уже не нужно. Давайте выставим Геркулеса пока что. Пока что. Можно сыграть Magic, а потому что почему бы и нет? Нам срочно нужен какой-нибудь уничтожитель. И у нас их в колоде, напоминаю, 2. Можно положить еще Венома, которого у меня нет. Будет 3. Но вместо чего, там уже выбирайте сами. Есть у нас уничтожитель, и это здорово. Сначала раскачаем карточку, затем уничтожим ее. Конечно, опять все происходит очень поздно, аж 5-й ход уже, а мы даже Феникса не вызвали. И здесь, и здесь. Сейчас мы вызываем блинком нашего Феникса. Несмотря на то, что он не пришел, он сейчас должен появиться на наших экранах. Дальше нам, конечно, необходимо играть, ну, сказать, Доктора Стрэнджа, может быть, чтобы сильнее раскачать. Но я переживаю вот о чем. О том, что нам не хватит очков, например, на правой локации для того, чтобы ее забрать. В идеале здесь бы трибунал, но нам не хватает одной маны, чтобы его сыграть. Либо мы слабенько раскачаем факела. А насколько? Так, 8 плюс 2, 10. Одно перемещение 20, 40. Но в принципе можем рискнуть и попробовать сыграть через трибунал. Вот так просто. И трибунал. Противник отступил. Но я думаю, это должна быть победа. Здесь на самом деле не 8, а 10 очков, поскольку карта в центральной локации получала минус 2.
10 на 2 20, и Геркулес эту двоечку еще дублирует, двадцаточку точнее, было бы 40. Это заход плюс 50 очков, распределенный на все 3 локации, что должно было принести победу. Оно нам и принесло победу, но противник сделал все за нас. Сдался. Давайте перейдем к Аришему. Кстати, есть у меня еще колода на Галактусе, которую я выбил за ключи, но она еще не завершена. Аришем. Аришем у меня выглядит так. Это, конечно, не оптимально, потому что здесь бы хорошо заходил Фастас, которого у меня нет. Здесь бы хорошо заходила какая-либо другая карточка, которая делает все дешевле, но имеем то, что имеем. Все равно половину карт нам даст Аришем. Можно играть. Играл и выигрывал. Отправляемся в поединок на буквально рандомной фановой колоде. Я не могу назвать эту колоду прям сильную, потому что все слишком рандомно. Но есть плюс, одна дополнительная мана в каждый ход. Так, но у меня нет карт. Давайте... Я даже не знаю. Гвенпул можно играть в центре. Это прям неплохо. Сейчас рука так пробафается. Заходит нам смерть, которая будет играть от уничтожения противника. Опасно играть лидера, потому что он сейчас может сыграть негативно. Он сейчас может выставить уничтожителя, допустим, где-то. Ну ничего, сыграем на его. Локация занята, и это оказалась смерть. Карты без способности. Последний ход.
играть. Но смерть 12 это слабовато, конечно. Заберет ли он 18 двумя картами, не знаю. Давайте так. Rest in peace. Victory. Это победа. Вторая игра будет не такая же, наша колода совершенно изменится. Снова нам заходит Гвенпул, и почему-то этого парня, патриота, у меня нет в колоде. Но уже вторую игру подряд он подмешивается. Ну, давайте вытащим какую-нибудь карточку у противника. I found a rock. Ух. Гвенпул. Гвенпул нам не помешает. Непонятный ход от оппонента, зачем он Карнажа выбросил в центральную локацию. Что-то странное. Давайте мы поменяем Гвенпул на что... Нет. Или да. Ну, просто на 4-6 вроде как и статы неплохие. Можно потом четверочку Джубили 4-1 поменять на что-то хорошее. Ну, давайте сыграем через Джубили. Вонг. Вонг это интересно. Wind, aid my hand. А я даже думаю, что Вонга можно... Под Вонга можно сыграть Гамору. Нет, можно сыграть Гамбита. Я надеюсь, Блинк у нас останется в руке. Это будет здорово, если да. Нормально, нормально. Сейчас мы еще Гамбита поменяем на что-то другое. Ход, конечно, последний. Снова победа. Victory.
Что ж, еще одну на Аришеме. Я надеюсь, он сможет показать свой а, статус и доказать, что на нем можно побеждать, несмотря на рандом. Вот, Sunspot это круто. Но в данном случае Sunspot и Misty Knight идут под Халка. Противник сразу отступил. Это победа. Просто морально задавили. Я даже не знаю, стоит ли это считать за матч. Давайте еще раз. Ну, я даже не знаю, зачем мне смотреть на ход оппонента. Ну ладно, пусть будет. Воу. Давайте здесь сыграем вот этого парня. И получим плюс 8 к следующей карте из колоды. Ух, 13. Это прям мощно. Можно сыграть, значит, ее. И потом пятерочку тоже на 13 выкинуть. Вот так. Ждем, пока походит противник. Мы все-таки должны увидеть, как он будет ходить. Но я думаю, это не помешает нам снапнуть уже сейчас. Сейчас вот это будет 4-13, и это прям мощно. Так. Да. Поехали. Behold my mighty hand. Последний ход, и у нас есть варианты. Варианты сыграть Гамбит и Казар, что принесет в целом 7 очков на локации и что-нибудь, да, уничтожит у него.
либо просто 6-10. Но давайте сыграем все-таки от Казара, даже вот такого, от его Казара и Гамбита. Ах, поражение. Поражение. Нужно было играть слева, тогда бы выиграли. Что ж, дорогие друзья, спасибо за внимание. Благодарю за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь, пишите комментарии. Какие бы колоды вы еще хотели увидеть на нашем канале. Всем спасибо. Всем пока.